Всем привет! Есть такой очень известный, авторитетный индийский сетевой информатор Абшихер Ядав. Он первым опубликовал достоверную информацию о Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite, а также Samsung Galaxy Z Fold 2. Ну и так далее. И вот в сети появились новые данные о будущем флагманском долгожданном смартфоне iQOO 10 Pro. Утечки появились на страничке в социальной сети Twitter у данного инсайдера. Стоит отметить, что уже сейчас известны практически все технические характеристики смартфона, который должен совсем скоро выйти на рынок. Итак, основные фишки iQOO 10 Pro — это отличный 2К LTPO экран с частотой обновления 120 Гц, мощный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, проводная зарядка на 200 Вт, а также основная камера на 50 мегапикселей. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Итак, iQOO 10 Pro получит отличный дисплей с сумасшедшим разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц. Диагональ, к сожалению, не уточняется. Дисплей будет выполнен по технологии, как я говорил ранее, LTPO. Напоминаю, LTPO выступает улучшенной альтернативой широко распространенного LTPS дисплея. Это позволит дисплею адаптивно подстраивать частоту обновления до 120 Гц. Если на экране долгое время отображается нечто абсолютно статичное, то частота обновления может быть понижена даже до 1 Гц. Гаджет сможет похвастаться встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Грубо говоря, каждый раз, прикладывая палец к ультразвуковому сканеру, вы делаете его УЗИ. Смартфон будет построен на новейшем процессоре от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Plus Gen 1. По словам Qualcomm, версия Plus обеспечивает на 10% более высокую производительность процессорных ядер, на 10% более высокую тактовую частоту графики и, главное, потребляет на 15% меньше энергии, обеспечивая почти час дополнительного времени без подзарядки в игровом режиме или в режиме, конечно же, просмотра соцсетей. iQOO 10 Pro получит мощнейшую проводную зарядку на целых 200 Вт и поддержку беспроводной зарядки мощностью 50, или 65 Вт. Пока точных данных нет. Зарядный адаптер будет иметь модельный номер V200L0B0 чай. Но остается вопрос безопасности столь рекордно мощной зарядки. Этот показатель является самым высоким среди всех смартфонов в мире. Ведь уже очень часто мы наблюдаем сведения о возгорании смартфонов, которые заряжались с куда меньшей мощностью. Следовательно, повышение силы тока может увеличить риск возгорания. Емкость батареи, к сожалению, сейчас неизвестна, но есть предположение, что ее емкость будет 4700 мАч. На данный момент известно, что основная камера получит главный датчик разрешением 50 мегапикселей. Кроме него будет сверхширокий объектив на 50 мегапикселей и телеобъектив на 16 мегапикселей, то есть достаточно неплохой набор. Оперативной памяти 8 или 12 гигабайт. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с данной новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что память потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания. Флеш памяти у всех версий будет 128 и 256 гигабайт. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при
перегреве. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания iQOO делает все лучше и лучше свои гаджеты. Вы должны понимать, что это достаточно интересный бренд на данный момент, на 2022 год. Почему? Потому что за невысокую стоимость данный производитель может нам предложить очень и очень крутые технические характеристики. Вот возьмем хотя бы быструю зарядку на 200 Вт. Вот компания Samsung или Apple сделала такую зарядку в своих смартфонах. Сколько бы они стоили? Очень и очень много. Это бы висело на всех вообще домах реклама. Это бы вообще везде тиражировалось. Это бы везде говорилось, что посмотрите, быстрая зарядка на 200 Вт. И только в компании Samsung. Но, как мы видим, iQOO делает такой смартфон и нигде, можно сказать, об этом не говорит. Потому что все-таки реклама стоит очень больших денег. Конечно же, мы получаем очень и очень крутой смартфон за небольшие деньги, потому что все-таки он будет стоить недорого. Сейчас, к сожалению, информации, сколько будет стоить данный гаджет, в сети нет. Если у кого есть какие-то предположения или кто-то знает, сколько он будет стоить, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно послушать вас. Ну, и все-таки мы решим, сколько он будет стоить. Так вот, также хочу заметить, что мы получим топовый, отличный, энергоэффективный, холодный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Plus Gen 1. Что это такое? Это улучшенная версия того мощного процессора Snapdragon 8 Gen 1. И что? Вы спросите, а то, что данный процессор не будет перегреваться, это очень важно, потому что даже сейчас у меня смартфон Samsung Galaxy S21 Fan Edition или FE. И на борту его мы получили Snapdragon 888. Данный процессор хороший, очень крутой, очень мощный, действительно это крутое решение даже на 2022 год, даже на 2023, но он нагревает смартфон. Так вот, компания посидела и подумала, все-таки слава у данной компании горячих процессоров, потому что сейчас компания MediaTek делает очень крутые решения, которые конкурируют сейчас с флагманами. То есть сейчас все флагманские решения китайских брендов переходят на процессоры от компании MediaTek. Так вот, Qualcomm подумала, нет, терять рынок мы все-таки не будем. И мы сделаем точно такой же процессор, но он будет холодным, он будет мощным и он будет энергоэффективным. Это очень крутое решение на данный момент. Это все продумано, и это все действительно на высшем уровне. Ждем смартфонный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.